Здравствуйте! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. На 250 граммов муки добавляем 5 граммов разрыхлителя и половину чайной ложки соли. Это около 5 граммов. Перемешаем тщательно с помощью венчика. Хочу обратить ваше внимание на разрыхлитель. Пачка рассчитана на 500 граммов муки, в ней 10 граммов разрыхлителя. Если же пачка 10 граммов рассчитана на 400 граммов муки, то добавляйте в тесто 7 граммов разрыхлителя. 150 граммов сметаны 15%, 40 граммов растопленного сливочного масла и 1 желток. Смешиваем в отдельно глубокой миске для равномерного распределения всех ингредиентов. В жидкие ингредиенты всыпаем муку с солью и разрыхлителем. Постепенно, как можно тщательнее перемешивая тесто. Продукты могут быть холодные или комнатной температуры. В данном случае разницы особой нет. Муки добавляем ровно столько, чтобы получить однородное, совсем не липкое к рукам тесто. В моем случае вся мука ушла вместе с разрыхлителем и солью. Но ее количество может также отличаться. Все зависит от свойств выбранной муки и густоты сметаны. Тесто готово, мягкое, не липкое, держит форму, хорошо вымешано. Накроем его и пока убираем в сторону. Пусть постоит при комнатной температуре около 30 минут. В холодильник ставить не нужно. Нужно, чтобы развилась клейковина. Одну среднюю луковицу нарезаем мелкими кубиками. Затем слегка солим и еще порубим ножом до выделения сока. Пучок кинзы измельчаем следом. Если вы ее не любите, то, конечно, можно исключить или вовсе заменить другой зеленью. Измельченные ингредиенты добавляем в мясной фарш. Его нужно по рецепту 450 граммов. Перчим по вкусу и тщательно смешиваем в миске. Фарш может быть смешанный или говяжий, на ваше усмотрение. Тесто готово к разделке. Скатываем из него толстый жгут. Отрезаем 1/3 часть и теперь каждую часть разделим на 3 части. Фарш также делим на 3 части, по 215 граммов, если быть точным, уходит на один мини-пирог. Тесто раскатываем все сразу. Из большей части теста получается 3 круга, соответственно большего диаметра, чем из второй, которая будет верхушкой пирогов. Раскатывать необходимо тонко. И это несложно, тесто очень приятное, легкое в работе. Совсем немного муки для удобства раскатки. Круг теста перевернем более липкой стороной вверх. Третью часть фарша распределяем посередине круга теста, оставляя края свободными. Толщина около 2 см. Сверху смазываем фарш мягким сливочным маслом. Накрываем маленьким кругом теста, края которого фиксируем за начинкой. Оставшиеся свободные края теста защипываем и приклеиваем к верхнему листу теста. В центре необходимо сделать отверстие для выхода пара, слегка расталкивая начинку в середине, чтобы сок минимум вытекал. Накалываем дополнительно вилкой. Точно таким же образом сделаем еще 2 лепешки пирога. Кстати, можно не смазывать сливочным маслом фарш, а холодное нарезать кубиками и смешать предварительно с самим фаршем. Ну а если фарш и так жирный, то масло вовсе можно не добавлять. Раскладываем пироги с фаршем на противень. Пергамент не обязателен, тесто и так не прилипнет к нему.
Разогреваем духовку до температуры 220 градусов. Выпекаем пироги с фаршем 15, максимум 20 минут в горячей духовке. Местами начинка может пустить сок, имейте в виду. Можно в самом процессе поправить начинку вилкой, и сочность снова уйдет внутрь. И только посмотрите, сколько сока внутри. У нас все готово. Смазываем еще горячую выпечку кусочком сливочного масла. Подаем с пылу с жару, чтобы максимум сока было внутри. Горячие пироги с фаршем сочные, сытные, ароматные. Тесто мягкое, тонкое, вкусное. Ну и после остывания пирог не менее вкусный. Вот как выглядит он на следующий день. Советую и вам попробовать. Кстати, удобно брать с собой, как перекус. Готовьте с удовольствием. Пока!